Под Гренландией обнаружили гигантскую полость. И это не трещина и не пещера, а нечто настолько огромное, что ученые до сих пор не могут объяснить ее происхождение. Аппараты агентства зафиксировали пустоту размером с целый город, скрытую под километрами льда. Самое пугающее — эта полость растет, и то, что происходит внутри нее прямо сейчас, меняет все прогнозы о таянии льдов быстрее, чем кто-либо ожидал. Радарные снимки появились в феврале 2019-го, когда команда агентства обрабатывала данные со спутника ИСАТ-2. Аналитик Стеф Петит первой заметила аномалию. На глубине около 300 метров под ледником Туэйтса в Гренландии радар возвращал сигнал, характерный для пустого пространства. Не для воды, не для рыхлого льда. Именно для полости. Размеры полости составили примерно 6 километров в длину и 4 в ширину. Это площадь, сопоставимая с центром Москвы в пределах Садового кольца. Высота внутреннего пространства в отдельных точках достигает 300 метров, выше, чем башня Эйфеля. Но не размер стал главным потрясением. Главным стало то, что 2 года назад этой полости не существовало. Агентство сравнило данные ИСАТ-2 с архивными снимками предыдущего спутника ИСАТ, работавшего с 2003 по 2010. В архиве на том же месте монолитный лед без каких-либо аномалий. Полость образовалась в промежутке между 2010 и 2019 за 9 лет. Геофизики подсчитали объем исчезнувшего льда. Примерно 14 кубических километров. Это эквивалентно 70 миллиардов тонн воды. Больше, чем весь годовой сток реки Волги. Механизм разрушения оказался неожиданным. Ученые предполагали, что таяние идет сверху вниз, под воздействием теплого воздуха. Но данные показали обратное. Полость формировалась снизу. Теплые океанские течения проникали под ледник через трещины в скальном основании, нагревая лед изнутри. Ледник буквально съедался снизу, как кусок сахара в горячей воде. Это открытие перевернуло существующие модели таяния льдов. До 2019 года большинство климатических моделей учитывали поверхностное таяние и сброс льда в океан через края ледника. Внутреннее разрушение в расчетах практически не фигурировало, просто потому, что никто не знал о его масштабах. После публикации данных группа гляциологов из Вашингтонского университета пересмотрела прогнозы подъема уровня океана. Если ледник Туэйтса обрушится полностью, а именно он сейчас признан самым нестабильным ледником на планете, уровень мирового океана поднимется примерно на 65 сантиметров. Только от одного ледника. При этом его разрушение способно дестабилизировать соседние ледниковые массивы Западной Антарктиды, и тогда речь идет уже о 3 метрах подъема. Но самое неудобное открытие заключалось в другом. Когда ученые попытались смоделировать скорость роста полости, компьютеры дали неожиданный результат. При нынешней температуре океанских течений полость увеличивается примерно на 1 кубический километр каждые 8 месяцев. То есть с момента публикации данных в 2019 году она уже выросла еще примерно на 7-8 кубических километров. Агентство направило к леднику автономные подводные аппараты. Беспилотные субмарины, способные работать подо льдом без связи с поверхностью. Аппарат по имени Ранни вернулся с данными о температуре воды под ледником. Плюс 2 градуса по Цельсию. Для полярных широт это катастрофически много. Нормальная температура придонных вод в этом районе должна быть около нуля или ниже. 2 градуса разницы. И лед исчезает со скоростью, которую не предсказывала ни одна модель 20-летней давности. Чтобы понять масштаб полости, геологи использовали простое сравнение. Если заполнить ее водой и равномерно распределить по поверхности США, уровень воды поднимется примерно на 1,5 сантиметра по всей стране. Это объем одной полости под одним ледником на одном участке Гренландии. Ледник Туэйтса сам по себе объект аномальных размеров. Его площадь составляет около 190 тысяч квадратных километров, но это больше территории всей Великобритании. Толщина льда в центральной части достигает почти 4 километров. Полость, которую обнаружило агентство, находится у западного края ледника. Там, где лед соприкасается с океанским дном и начинает отрываться от скальной поверхности. Именно эта зона контакта называется линией заземления. Пока лед опирается на дно, он относительно стабилен. Как только линия заземления отступает, лед начинает плавать, терять сцепление с основанием и разрушаться значительно быстрее. Полость под ледником означает, что линия заземления уже отступила на несколько километров вглубь. Туда, где раньше был монолитный контакт льда и скалы. Спутниковые измерения скорости движения ледника дали еще одну тревожную цифру. Туэйтс движется к океану со скоростью около 2 км в год. Это примерно вдвое быстрее, чем фиксировалось в 80-х. Причем скорость нарастает. Каждое десятилетие ледник ускоряется примерно на 10%. Британская антарктическая служба в 2021 опубликовала результаты бурения непосредственно в зоне полости. Для этого через лед пробурили скважину глубиной около 600 метров и опустили в нее зонд с камерой. На экране появилось то, что геологи описали как зал с ледяным потолком.
Темное пространство, где лед сверху и теплая вода снизу. Граница между ними выглядела как активная поверхность таяния. С потолка капало, по стенам шли потоки. Температура воды в нижней части полости составила плюс 2,2 градуса. Это на 4 градуса выше нормы для данной глубины и широты. Ученые зафиксировали еще один эффект, который не был предсказан моделями. Теплая вода, проникая под ледник, создает конвекционные потоки. Она движется горизонтально, унося с собой растопленный лед и одновременно принося новые порции тепла из открытого океана. Это замкнутый цикл. Чем больше полость, тем активнее циркуляция воды внутри нее, тем быстрее тает следующий слой льда. Система самоускоряется. Именно этот механизм получил название нестабильность морского ледяного щита. Суть его в том, что после достижения определенной точки процесс становится необратимым. Даже если температура океана вернется к норме, ледник продолжит разрушаться под действием уже запущенной конвекции. Где именно находится эта точка невозврата? Ученые до сих пор спорят. Часть исследователей считает, что Туэйтс ее уже прошел. Профессор Тед Скамбас из Колорадского университета в интервью 2022 года назвал ледник Туэйтса чекой от гранаты. Сам ледник — только начало. За ним стоит весь западно-антарктический ледяной щит объемом около 3,5 миллионов кубических километров льда. Если Туэйтс обрушится и дестабилизирует соседние ледники, подъем уровня океана составит не сантиметры, а метры. Не через тысячи лет, а через столетия, что по геологическим меркам мгновенно. Ледник Туэйтса уже разрушался раньше, и последствия того события до сих пор читаются в морских отложениях по всему миру. Около 120 тысяч лет назад Земля переживала межледниковый период под названием Иемский. Средняя температура планеты была примерно на 1-2 градуса выше, чем сейчас. Уровень мирового океана в тот период стоял на 6-9 метров выше современного. Геологи долго не могли объяснить, куда делся такой объем воды при обратном похолодании. И откуда он взялся при потеплении. Анализ донных кернов из разных точек океана дал ответ. Западно-антарктический ледяной щит в Иемский период частично обрушился. Туэйтс был в числе первых. Керны — это цилиндрические образцы породы, которые буровые установки извлекают со дна океана. В них слоями записана история климата, состав осадков, температура воды, концентрация изотопов кислорода. По соотношению изотопов кислорода 16 и кислорода 18 ученые определяют, сколько льда существовало на планете в конкретный момент прошлого. Чем больше льда, тем больше легкого изотопа в нем заперто, и тем тяжелее становится океанская вода. В кернах Иемского периода зафиксирован резкий скачок. Океан за относительно короткий срок потяжелел, что означает быстрое накопление льда. Но перед этим скачком есть слой, который указывает на стремительный сброс пресной воды в океан. Именно то, что происходит при обрушении ледника. В 2022 группа геологов из Массачусетского технологического института опубликовала анализ кораллов с Багамских островов возрастом около 120 тысяч лет. Кораллы растут строго по уровню воды. Их скелеты фиксируют, на какой глубине находилась поверхность океана. Багамские образцы показали, что во время Иемского периода уровень океана не просто был выше. Он резко поднялся дважды за короткий промежуток времени. Каждый скачок составил около 2 метров и произошел предположительно за несколько столетий. 2 метра за несколько столетий — это катастрофически быстро для природного процесса. Современные портовые города строятся в расчете на изменение уровня моря не более чем на несколько десятков сантиметров за столетие. 2-метровый подъем означает затопление большей части Бангладеш, значительных территорий Нидерландов, Флориды, дельты Нила и сотен островных государств. Но у Иемского периода есть важное отличие от нынешней ситуации. Тогда потепление было естественным, вызванным изменениями в орбите Земли. Оно разворачивалось медленно на протяжении тысяч лет, прежде чем достигло пика. Нынешнее потепление происходит в десятки раз быстрее. Это означает, что ледники получают тепловой удар значительно более резкий, чем в любой предыдущий межледниковый период за последние 800 тысяч лет. Именно столько охватывают самые глубокие ледяные керны из Антарктиды. Норвежские геологи в 2023 обнаружили под морским дном вблизи Туэйтса систему древних борозд. Следы, которые оставил ледник при предыдущем отступлении. Эти борозды уходят на сотни километров вглубь от нынешней линии заземления. Это означает, что в прошлом ледник уже отступал значительно дальше, чем сейчас, и потом восстанавливался в течение тысяч лет при наступлении холодов. Проблема в том, что восстановление требует глобального похолодания. А все климатические модели на ближайшие 200 лет показывают продолжение потепления вне зависимости от любых мер по сокращению выбросов, просто в силу уже накопленного в атмосфере углекислого газа. Это означает, что даже если обрушение Туэйтса начнется в ближайшие десятилетия, обратного пути не будет ни при жизни следующих 10 поколений людей. В
В 2023 году на конференции Американского геофизического союза в Сан-Франциско глициолог Питер Дэвис из британской антарктической службы вышел к трибуне и сказал буквально следующее. Данные, которые мы получили за последние 2 года, не вписываются ни в одну модель, которую мы использовали до этого. Нам придется переписывать учебники. Зал не отреагировал аплодисментами. Несколько секунд стояла тишина, потому что все присутствующие понимали, что именно это означает. Дэвис представил результаты экспедиции Туэйтс, исследования ледника и климата, известной под аббревиатурой «Тигр». Международный проект объединил ученых из США, Великобритании, Швеции, Германии, Финляндии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Бюджет составил около $50 миллионов. Экспедиция работала непосредственно на леднике и под ним с 2018 по 2023. Главный шок заключался в скорости таяния донной поверхности ледника. Модели предсказывали от 1 до 2 метров таяния в год на границе льда и воды. Реальные измерения показали от 3 до 6 метров в год, в 3 раза больше максимального прогноза. В отдельных точках зонды зафиксировали до 8 метров годового таяния. Причина расхождения оказалась в структуре водного потока под ледником. Ученые ожидали равномерное просачивание теплой воды. Вместо этого зонды обнаружили мощные направленные струи, потоки теплой воды, которые бьют в основание льда под давлением, как из шланга. Эти струи возникают из-за рельефа морского дна. Там, где дно имеет уклон, вода ускоряется и концентрируется в узких каналах. Именно в точках выхода таких струй зафиксировано максимальное таяние. Этот механизм не был включен ни в одну климатическую модель, потому что никто не знал о его существовании. Для его моделирования требуется детальная карта рельефа морского дна под ледником с разрешением в несколько метров. До экспедиции такой карты не существовало. Шведский глициолог Анна Вален, участница экспедиции, опубликовала в журнале Nature статью с подзаголовком, который стал цитироваться во всех последующих публикациях по теме «Мы измеряли не то и не там». Суть статьи. 20 лет наблюдений за поверхностью ледника дали неверную картину, потому что главные процессы происходили снизу и оставались невидимыми для спутников. Параллельно группа из Калифорнийского технологического института проанализировала сейсмические данные с датчиков, установленных на леднике. Ледник издает звуки, низкочастотные вибрации, возникающие при движении и деформации льда. Запись за 5 лет показала нарастающую интенсивность сейсмической активности. Количество микротолчков увеличилось втрое с 2018 по 2023. Это означает, что внутренние напряжения в леднике растут. Лед буквально трещит под собственным весом по мере того, как его основание разрушается. Один из сейсмических датчиков в 2021 зафиксировал событие, которое исследователи назвали ледотрясением магнитудой 3,2. Ощутимый толчок, вызванный не землетрясением, а внезапным сдвигом массива льда на несколько метров за доли секунды. Такие события происходили и раньше, но их частота за 5 лет наблюдений выросла вдвое. Финальный доклад экспедиции «Тигр», опубликованный в начале 2024-го, содержал вывод, который его авторы сформулировали подчеркнуто осторожно. Имеющиеся данные не позволяют исключить сценарий частичного обрушения западного края ледника в течение ближайших нескольких десятилетий. В научном языке фраза «не позволяют исключить» означает «это реально возможно, и мы не знаем, как это остановить». Поверхность ледника Туэйтса уже опускается. Это видно на спутниковых снимках без какого-либо специального оборудования. За период с 2020 по 2023 западный край ледника просел в среднем на 7 метров. Не отступил горизонтально, именно просел вертикально, потому что снизу его больше не поддерживает монолитное основание. Когда лед теряет опору снизу, он не тает постепенно, он раскалывается. Механизм называется откол шельфового льда. Поверхность начинает трескаться вертикальными разломами, которые уходят вглубь на сотни метров. Трещины расширяются морской водой. Вода, попадая в разлом, замерзает при определенных условиях и расклинивает лед, как клин в бревне. При других условиях просто давит на стенки разлома гидравлическим давлением. В 2021 спутники зафиксировали на восточном шельфе Туэйтса сеть трещин, получившую неофициальное название лобовое стекло, из-за сходства с паутиной трещин на разбитом стекле. Площадь пораженного участка составила около 1300 квадратных километров. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвине предупредили, этот участок может полностью отколоться и уйти в океан в течение 3-5 лет. Если шельф откалывается, ледник за ним ускоряется. Шельфовый лед действует как пробка. Он упирается в берега и замедляет движение основного ледника к морю. Без этой пробки скорость движения Туэйтса к океану может вырасти в несколько раз. С нынешних 2 километров в год до 5-6. Это означает, что объем льда, ежегодно сбрасываемого в океан, увеличится пропорционально. Уже сейчас Туэйтс сбрасывает в океан около 50 миллиардов тонн льда в год. Это примерно 4% от общего годового подъема уровня мирового океана от одного ледника.
При ускорении вдвое эта цифра вырастет до 8%. При полном обрушении западного края до 20 и выше. Подъем уровня океана на 1 сантиметр в год звучит незначительно, но он неравномерен по планете. Из-за перераспределения гравитации таяние льда меняет притяжение в разных точках Земли. Некоторые регионы получат подъем в 1,5-2 раза больше среднего. Восточное побережье США, Индийский океан, Юго-Восточная Азия – именно эти регионы окажутся под наибольшим воздействием при обрушении западно-антарктических ледников. Бангкок уже сейчас опускается на 2 сантиметра в год из-за откачки грунтовых вод, и одновременно океан вокруг него поднимается. Джакарта переносит свою столицу на новое место частично именно по этой причине. Майами тратит миллиарды долларов на подъем дорог и установку насосных станций, которые откачивают морскую воду из улиц во время приливов уже сейчас. Не в будущем, а прямо сейчас. Нидерланды, страна, треть территории которой лежит ниже уровня моря, в 2023-м обновили национальную программу защиты от наводнений с учетом новых данных по Туэйтсу. Новый расчетный сценарий предполагает подъем уровня Северного моря на 2 метра к 2300 году. Предыдущий сценарий был вдвое меньше. 2 метра – это не абстракция, это высота среднего дверного проема. Именно столько воды встанет над нынешней береговой линией, если западно-антарктический ледяной щит потеряет значительную часть своего объема. При этом 2 метра не максимальный сценарий, это средний. Пентагон в 2019-м засекретил доклад, который рассекретили только через 3 года по запросу Конгресса. Документ назывался «Климатические риски для военной инфраструктуры США» и содержал конкретные цифры. 79 военных баз находятся в зонах, которые окажутся под угрозой затопления при подъеме уровня океана на 1 метр. Среди них военно-морская база Норфолк в Вирджинии, крупнейшая военно-морская база в мире. Она уже сейчас периодически уходит под воду во время штормовых приливов, явление, которое местные жители называют солнечным наводнением, потому что оно происходит в ясную погоду просто из-за высокого прилива. Норфолк тратит $100 миллионов на строительство защитных дамб и подъем дорог. Военно-морской флот США перепроектирует причалы с учетом нового расчетного уровня воды. Это не планирование на случай катастрофы. Это реакция на уже происходящее. Страховые компании реагируют быстрее правительств. В 2023-м крупнейший страховщик США, компания State Farm, полностью прекратил выдачу новых страховых полисов на недвижимость во Флориде. Официальная причина – невозможность адекватно оценить риски в условиях нарастающей климатической нестабильности. Вслед за ней то же самое сделал Allstate. Рынок недвижимости во Флориде немедленно отреагировал падением цен в прибрежных районах впервые за десятилетие роста. Международный валютный фонд в 2022 опубликовал расчет экономических потерь при различных сценариях подъема уровня океана. При подъеме на 1 метр к 2100 году совокупные потери мировой экономики составят около 14 триллионов долларов. Это примерно 15% нынешнего мирового валового продукта. При подъеме на 2 метра цифра вырастает до 31 триллиона. Эти расчеты не включают косвенные потери от миграции населения, конфликтов за ресурсы и разрушения продовольственных систем. По данным Управления ООН по делам беженцев, к 2050 году число климатических мигрантов может достичь 216 миллионов человек. Основные потоки пойдут из Бангладеш, дельты реки Меконг во Вьетнаме, островных государств Тихого океана и прибрежных районов Западной Африки. Для сравнения, сирийский кризис породил около 6 миллионов беженцев и дестабилизировал политическую обстановку в Европе на несколько лет. 200 миллионов – это в 33 раза больше. Кирибати, островное государство в Тихом океане, уже купило земельный участок на Фиджи для переселения своего населения. Правительство Тувалу подписало соглашение с Австралией о предоставлении гражданства всем тувальцам в случае затопления островов. Мальдивы при предыдущем правительстве проводили заседания Кабинета министров под водой в аквалангах. Не как акцию, а как демонстрацию того, что ждет страну в буквальном смысле. Россия в этом контексте находится в двойственном положении. Арктическое побережье. Тысячи километров инфраструктуры, портов, трубопроводов и городов, построенных на вечной мерзлоте, но разрушается по мере ее таяния. Норильск, Якутск, Воркута фиксируют деформацию зданий и дорог из-за просадки грунта. Одновременно таяние арктических льдов открывает Северный морской путь для круглогодичной навигации, что Россия рассматривает как экономическую возможность. Это редкий случай, когда одно и то же явление одновременно разрушает одну инфраструктуру и создает условия для другой. Китай в 2022 завершил строительство системы дамб вокруг Шанхая стоимостью в несколько миллиардов долларов. Шанхай стоит в дельте реки Янцзы на высоте около 4 метров над уровнем моря. При этом часть районов города уже опускается из-за уплотнения грунта под многоэтажной застройкой. Новые дамбы рассчитаны на подъем уровня моря до 1 метра и шторм раз в 1000 лет.
Проектировщики прямо указали в документации, при подъеме выше 1 метра существующая система защиты окажется недостаточной. В январе 2024 спутники зафиксировали то, чего не ожидали даже самые пессимистичные прогнозы. Трещина на восточном шельфе Туэйтса, та самая паутина лобового стекла, за 2 месяца расширилась на 80 километров. Не за год, за 2 месяца. Скорость распространения трещины в 7 раз превысила максимальные расчетные значения. Группа из Калифорнийского университета опубликовала экстренное обновление к своей статье 2021 года. Вместо 3-5 лет до возможного откола шельфа авторы написали: сроки неопределенные, процесс может быть необратим уже сейчас. Необратим, но это ключевое слово. Оно означает, что даже если завтра остановить все выбросы углекислого газа на планете, даже если температура океана начнет снижаться, этот конкретный участок льда уже не восстановится. Физика процесса такова. Трещина, достигшая определенной длины, распространяется дальше под действием собственного веса льда и гидравлического давления воды. Внешняя температура здесь больше не играет роли. Объем восточного шельфа Туэйтса, который находится в зоне активного растрескивания, составляет около 180 кубических километров льда. При его обрушении в океан уровень воды поднимется примерно на полсантиметра глобально, и это только первый шаг. Потеря шельфа снимет сдерживающий эффект для основного тела ледника. Моделирование, проведенное в 2023 совместно университетами Бристоля и Мельбурна, показало следующее. При потере восточного шельфа скорость движения центральной части Туэйтса к океану увеличится в 3,7 раза в течение 5-10 лет. Это означает, что ледник начнет сбрасывать в океан не 50 миллиардов тонн льда в год, а около 185 миллиардов. Ежегодно, без остановки. При таком темпе полное обрушение западного края ледника займет от 100 до 300 лет, в зависимости от температурного сценария. Это звучит как долгий срок. Но подъем уровня океана начнется не через 100 лет, он начнется немедленно и будет нарастать каждое десятилетие. К 2100 году при этом сценарии уровень океана поднимется на 65 сантиметров только от Туэйтса. Плюс стояние гренландского ледяного щита еще около 40 сантиметров. Плюс тепловое расширение воды еще 20-30 сантиметров. Итого около 130-140 сантиметров к 2100 году. 1,40 м над нынешней береговой линией. При этом штормовые волны добавляют сверху еще несколько метров временного подъема. Население прибрежных зон планеты, которое окажется под прямой угрозой при подъеме на 1,40 м, около 600 миллионов человек. Это больше, чем население всей Северной и Южной Америки вместе взятых. Самое шокирующее в этой картине не масштаб разрушений. Самое шокирующее – временной разрыв между причиной и следствием. Углекислый газ, выброшенный в атмосферу сегодня, будет влиять на климат следующие 200-300 лет. Решения, принятые или не принятые в ближайшие 20 лет, определят уровень океана через 200 лет. Люди, которые примут эти решения, не увидят последствий. Люди, которые увидят последствия, не принимали этих решений. Именно поэтому глициолог Питер Дэвис на той конференции в Сан-Франциско, после того, как зал отреагировал тишиной, добавил одну фразу, которую не включили в официальный протокол, но которую запомнили все присутствующие. Мы не изучаем будущее. Мы документируем настоящее, которое уже нельзя изменить, только замедлить. Под ледником Туэйтса прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, теплые струи воды бьют в основание 4-километрового массива льда. Полость растет, трещины расширяются. И единственный вопрос, на который у науки пока нет точного ответа, это не произойдет ли это, а как быстро. Вопрос, с которого началось это повествование, звучал просто: что именно обнаружило агентство под гренландским льдом и почему это важно? Ответ оказался сложнее, чем можно было предположить. Полость под ледником Туэйтса — это не аномалия и не случайность. Это симптом процесса, который уже идет и который измеряется не в градусах и не в миллиметрах, а в конкретных необратимых изменениях физической географии планеты. Агентство не просто нашло дыру подо льдом. Оно зафиксировало момент, когда система перешла из состояния медленного изменения в состояние ускоряющегося разрушения. Есть несколько фактов, которые дают понять реальный масштаб происходящего. Первый. С 2002 по 2023 Гренландия и Антарктида вместе потеряли около 8 триллионов тонн льда. Это данные спутниковых измерений гравитации. Спутники буквально чувствуют, как планета становится легче в полярных районах. 8 триллионов тонн воды перешли из твердого состояния в жидкое и влились в мировой океан. Второй. Скорость потери льда нарастает. В 90-х суммарные потери составляли около 80 миллиардов тонн в год.
В 2020-х уже около 280 миллиардов, рост в 3,5 раза за 30 лет. Третий. Уровень мирового океана с 1900 по 2023 поднялся на 21 сантиметр. Первые 10 сантиметров заняли 70 лет, следующие 11 – 30 лет. Ускорение очевидно и измеримо. Что можно сделать? Вопрос, который задают чаще всего. Ученые дают на него несколько ответов, ни один из которых не является простым. Сокращение выбросов не остановит уже запущенные процессы, но замедлит их. Разница между потеплением на 1,5 градуса и на 2 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня – это разница примерно в 30 сантиметров подъема океана к 2100 году. 30 сантиметров – это миллионы людей, которым не придется покидать свои дома. Несколько групп инженеров разрабатывают радикальные технические решения. Норвежская компания предложила закачивать холодную воду с глубины океана под ледник, чтобы снизить температуру у его основания. Британские инженеры проектируют искусственные подводные барьеры из специальных материалов, которые перекрыли бы доступ теплых течений под ледник. Стоимость такого барьера для Туэйтса оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Это звучит как огромная сумма, до тех пор, пока не сравниваешь ее с 31 триллионом потерь мировой экономики при подъеме океана на 2 метра. Ни один из этих проектов не вышел за пределы теоретической стадии. Если вам тоже интересно, как ученые сражаются с ледниковыми гигантами и спасают мир от 30 сантиметров, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вас ждут еще больше интересных историй и свежих идей, а ссылка в описании. Не забудьте глянуть. Ни один не получил достаточного финансирования. Ни одно правительство не взяло на себя ответственность за реализацию. Финальный факт, который стоит запомнить, выглядит так. В 2023-м международная группа ученых опубликовала в журнале Science статью с расчетом так называемых переломных точек климатической системы, моментов, после которых изменения становятся самоподдерживающимися и необратимыми. Авторы идентифицировали 16 таких точек. 5 из них, по их оценке, уже пройдены или находятся в процессе прохождения прямо сейчас. Ледник Туэйтса – одна из них. Полость под антарктическим льдом, которую нашло агентство в 2019-м, оказалась не просто научным открытием. Она оказалась физическим доказательством того, что одна из 16 переломных точек планеты уже активирована и продолжает развиваться со скоростью, которую не предсказывала ни одна модель.